Круглосуточный мониторинг сердечного ритма, измерение количества кислорода в крови все еще актуально уже второй год. Компактный корпус и 15 спортивных режимов. Также эти часы имеют защиту от пыли и влаги, AMOLED-экран, возможность управления музыкой и ее громкостью, фирменное приложение, уведомления на часы доходят, есть умные напоминания и предупреждения, мониторинг сна и автономность, которая понравится каждому. Почему? Сейчас, разумеется, расскажу. И напоминаю, что двое умных часов дороже, чем 17 тысяч рублей, разыгрываются сейчас на канале. Розыгрыш будет 30 числа. Условия в описании к ролику. 1017 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Розыгрышей море. Еще раз повторяю, читаем описание. Даже Pixel 5a разыгрываю. А постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о смарт-часах Xiaomi Mi Bra Lite. Полетели. Коробка, как всегда, ультра-эконом, из тонкого картона, оформление стандартное, минималистичное. Все спеки на коробке на английском языке, состояние, в котором она дошла до меня, вы на экране видите. В комплект входят часы, дополнительные ремешки черного цвета, зарядный кабель с магнитной базой и руководство пользователя, в котором есть информация исключительно на английском языке. Зарядная база примагничивается слабо к часам и исключительно в одном положении, из-за чего приходится тратить время на определение правильного положения зарядки к часам. Неприятных запахов при распаковке лично я не обнаружил. Летим дальше. Продаются часы только в одном дизайне корпуса, но с разными цветами ремешков. Бежевый, розовый, черный, синий, зеленый. Часы можно заказать сразу с двумя быстросъемными ремешками разных цветов. Разница в цене составит примерно $2. Ремешки силиконовые, приятные, но чувствуется, что дешевые. Размеры у них стандартные 20 мм на 245 мм. Часы изготовлены из металла, пластика и жидкого силикагеля. Корпус сам металлический, дизайн приятный глазу, простой и незаморочистый. Подойдут как на мужскую руку, так и на женскую. Габариты самого корпуса небольшие, составляют 43 на 43 мм и на 12 мм в ширину вместе с датчиками. Вес вместе с ремешками составляет 49,5 граммов. На удивление, они тяжелее Amazfit GTR 3 Pro, на которой на днях был обзор, и вы можете посмотреть его по ссылке в правом верхнем углу, хотя и вес их незначительно разнится. На руке Mi Bra Lite не смотрятся неуместно и не доставляют неудобств во время носки, но спать в них по какой-то причине не было уж так комфортно. На корпусе часов справа имеется одна функциональная кнопка, она слегка выпирает из корпуса, чтобы легче было нащупать. Нажимается очень туго, что дико неудобно, но никаким щелчком нажатие не сопровождается и люфт отсутствует напрочь. Функционал у нее небольшой, включение-выключение часов, разблокировка по удержанию, переход в меню и команда назад. На корпусе помимо кнопки есть два контакта для заряд, слегка углубленные, датчик сердечного ритма и датчик SpO2, наш любимый кислород. Также на борту имеется еще акселерометр. Датчик сердечного ритма здесь оптический. Пульс измеряет непрерывно и настроить периодичность возможности нет. SpO2 измеряет только по тычку пальца. Автоматом нельзя. У воздуха, коробки и подушки пульс и кислород в крови измеряют, что нехорошо, но если в случае с пульсом на вас они измеряют его практически точно, то показатели кислорода в крови всегда одинаковые, 98%. Так что SpO2 здесь, скорее всего, маркетинговый ход, и вестись на него не стоит. Опасно для здоровья. С фронтальной части расположен дисплей на 1,3 дюйма AMOLED. Рамки у экрана большие, яркость пятиступенчатая, на солнце вам ее не будет хватать, и автояркость, разумеется, не завезли. Многие жаловались на тот факт, что дисплей у часов установлен криво. У меня есть только незначительное отклонение, но если не присматриваться, то вряд ли его можно заметить. Под разными углами дисплей тускнеет, но в разные оттенки картинку не бросает. Управление часами через экран заторможенное, блокировка экрана максимум через 30 секунд, активный экран можно настроить по времени и максимум у него 20 минут. По свайпам слева направо виджеты быстрого доступа к отчетам об активности, измерении пульса и SpO2. Виджеты можно настраивать под себя. Справа налево пульс, погода и активность. Снизу вверх информация о сопряжении с устройством, заряд батареи в процентах, день недели и быстрые команды. Переход к настройкам, выключение часов, режим не беспокоит, настройка яркости, блокировка экрана, включение-выключение функции постоянно включенный дисплей, и напомню, что максимум это 20 минут. И последнее, QR-код для подключения к приложению. Свайп снизу вверх, уведомления. На борту Bluetooth старой достаточно версии, но не древней, Bluetooth 5.0. Работает очень слабо, его пределы весьма малы. И в целом, даже при условии, что телефон постоянно рядом с вами, они отваливаются, а заново подключаются мучительно долго. Wi-Fi и eSIM не завезли, уведомления о вызовах высвечиваются и не пропадают. На часах входящий вызов можно только сбросить или отключить звук, так как у них нет микрофона и динамика, говорить по ним нельзя. Набрать номер с самих часов, разумеется, тоже возможности нет. Уведомления приходят моментально, значки мессенджеров отображаются, а вот смайлики пока нет. Текст сообщений полностью не высвечивается, ответить на смс нельзя. Фотографии в смс не отображаются. Вибра не особо ощутимая, и для построения карт тренировок используется GPS телефона, своего здесь нет. Музыку с часов переключать можно и регулировать громкость тоже.
тоже. Экран активируется поднятием руки, но эту функцию можно отключать, и работает она с незначительной задержкой. Наушники к ним не подкинешь, так как вкладки Bluetooth нет, что означает, что нагрудный датчик тоже не подключается. На борту 15 спортивных режимов, вводных среди них нет. Меню небольшое, часы не многозадачные, интерфейс доступен на русском языке. Шрифт достаточно странный, дневной сон не считают, ночной приближенно правильно. Настроек режимов мониторинга сна нет, емкость аккумулятора 230 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 46 минут. А теперь автономность, которая должна вас порадовать. За первую часовую тренировку прибавился 1%, вот если бы все часы после спорта заряжались. А за вторую 30-минутную тренировку ушло 3%. За сутки в обычном использовании с тренировками ушло 25%. Уровень защиты от пыли и влаги IP68, после водных процедур с ними все в порядке. Летим дальше. Приложение для часов показывает Mibra Fit. Доступно оно как на Android, так и на iOS-системах. В основном я их тестировал с OnePlus 9 Pro. Приложение криво переведено на русский язык. Имеется внутри 3 вкладки: «Дом», «Оборудование», «Я». В первой вкладке находятся графики отчетности по активности и по измерениям данных организма. Графики в приложении живут по китайскому времени. Все это поправимо, но нужно подшаманить в настройках телефона со временем. Во второй вкладке перечень подключенных устройств и возможность добавить новые. Ниже отчет об активности, выбор циферблатов и всевозможные настройки, среди которых есть обновление прошивки, и радует, что из коробки сразу прилетели обновления. Но ничего особо не изменилось по мне. Третья вкладка — личный кабинет, но есть обходной путь. Приложение Wear Fit Pro. Также доступно на операционных системах Android и iOS. Данные часы к нему подключаются, но не по QR-коду, а во вкладке подключения по Bluetooth. По интерфейсу приложение практически идентично родному, но в нем хороший перевод и графики строят в реальном времени без заморочек. Также рисовка более по мне приятная. Зарегистрироваться в нем достаточно просто и безболезненно. Минусов в часах до кучи, не считая их цену и красивый корпус. Самые весомые — это отсутствие возможности настроить мониторинг сна и пульса. Пока что неплавное пролистывание во время использования, слабая вибра, часы постоянно отваливаются. Насчет количества кислорода в крови вообще не заморачиваются. Криво установленный дисплей, недостаточно яркости. Нет возможности разговаривать по часам, но это все логично. Цена довольно смешная, дешевле, чем $39 можно купить 11 числа по ссылке в описании к видео. Если промокоды, которые, кстати, уже есть, и они всегда есть на Али, просто их не так много, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину свежие промики. Резюмирую: бюджетные, красивые снаружи, точно измеряют пульс и хорошо держат заряд. И на этом я думаю, что все плюсы остались позади. У этого девайса много минусов, и я их уже перечислил. Пользоваться ими слегка затруднительно. Понятно, что это такая альтернатива Mi Band 5, обзор на который опять же был на канале, Honor Band 6 и всем подобным смарт-браслетам, просто в другом факторе и с худшим ПО. Возможно, с обновлениями все станет хуже или лучше, хотя в этом я значительно сомневаюсь, что вообще что-то изменится. К сожалению, на опыте я знаю, что многие просто так за красоту отдают эти 30, 40, 50 долларов. Поэтому от меня девайсу нет, но от большинства людей, которые это дело покупают тысячами, однозначное да. Он не хуже китайских поделок, которые у меня были на руках, и если я о нем рассказываю, значит он не совсем брачный. Добра и удачи вам, дорогие друзья!